Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами компания АвтоБазар, и сегодня мы хотим представить к обзору наконец-то наша долгожданная, совершенно новую Chevrolet Camaro шестого поколения, с совершенно новым двигателем. Это четырехцилиндровый двухлитровый двигатель, 275 лошадей. Давайте начнем наш обзор поближе. Как всегда, немного истории. Предыдущее пятое поколение начало выпускаться в 2009 году и сходило с конвейера до 2015 года. Это была очень удачная модель, и продавалась она гораздо более активно, чем четвертая Camaro. В рекордные годы продажи доходили до 90 тысяч экземпляров. Также хочется отметить, что и у наших клиентов эта модель пользовалась большой популярностью. Причем география клиентов тоже разнообразная. Россия, Беларусь, Казахстан, Болгария, Испания. Новое шестое поколение Camaro вышло на рынок осенью 2015 года. Версия с совершенно новым двухлитровым двигателем появилась на рынке только в марте 2016. Так что представленный нами Camaro — это один из первых автомобилей с этим новым двигателем. Как отмечают руководители проекта нового Camaro, что представители фирмы встречались с тысячами владельцев предыдущей модели, выясняя, что в ней им нравится, а что хотелось бы улучшить. Так что новинка во многом опирается на успешный предыдущий автомобиль, но предлагает то, о чем мечтали его водители. Мы со своей стороны хотим отметить, что новый Camaro уже вовсю набирает популярность. И у нас уже довольно много заказов этой модели из совершенно разных стран. Конкретно этот образец уезжает в Китай. Наш новый Camaro, вы видите, автомобиль в принципе получился узнаваемым Camaro, но очень много элементов, как кузовных, так и элементов оптики, изменилось. Совершенно новый бампер, вы видите вертикальные лампы, огни дневного света, новые совершенно фары. Здесь у нас наш конкретно обозреваемый автомобиль имеет АРС-пакет. Стоимость этого пакета $1950. Вы видите, ксеноновые фары, вот LED подсветка, вот фары дневного света у нас вертикально. Очень эффектно получилось. АРС-лейбы на переднем бампере, на решетке радиатора и на заднем бампере. Сам желтый цвет — это тоже дополнительная оплата за желтый цвет, $395. Также в АРС-пакет у нас входит спойлер на крышке багажника. Ну и самое главное, вот эти нового дизайна 20-дюймовые диски. Вы видите, резина у нас 245-40 R20. Передняя резина у нас такой же размерности. Так, задние фары у нас LED, это тоже часть АРС-пакета. Сейчас мы откроем багажник. Здесь у нас практически ничего не изменилось. Доступ в багажник остался практически точно таким же. Сейчас. Запаски, по-моему, здесь у нас нету. Да, кстати, нету и компрессора тоже. Как часть РС-пакета, также у нас колеса у нас Run and Flat резина. То есть вы можете доехать до шиномонтажа на спущенном колесе. Здесь вы видите, у нас автомобиль в исполнении 1LT, то есть это самый в принципе простой автомобиль. Из дополнительных опций у нас только желтый цвет, АРС-пакет и полоса по кузову черная. Конкретно наш автомобиль стоит, его МСРП цена $30 тысяч, 30 тысяч $10. Так, ну теперь давайте-ка я присяду. Самый был большой недостаток у прошлого Chevrolet Camaro — это недостаточно места для высокого водителя. То есть я конкретно упирался головой в потолок, как бы я ни настраивал сиденье, либо мне надо было просто лечь в нем. Здесь же, смотрите, очень хорошие настройки. Вот сиденье регулируется по высоте, и опускаю его в самое
нижнее положение у меня над головой практически где-то еще сантиметров 5 запаса, что очень удобно. Рост мой 1,90 м. Вот этот недостаток устранен 100%. Повторюсь, сиденье очень удобно, и поясничная поддержка, и здесь все очень хорошо поддерживает. Про руль мы уже говорили, руль у нас также регулируется по высоте и по выносу. То есть здесь все механические регулировки, но вы его можете отрегулировать под себя. Качество пластика, конечно, очень здесь страдает. Пластик дешевый совершенно. Ну, в принципе, сравнивая его с Одноклассником, с тем же Мустангом, качество точно такое же, но здесь, мне кажется, еще немножко и похуже. Но, опять же, что мы хотим от автомобиля стоимостью $30 тысяч. Во всем остальном, мы уже про салон поговорили, очень приятные впечатления. И машина действительно получилась. И, повторюсь, собраны вот все пожелания, какие-то негативные впечатления, и они на самом деле устранены по сравнению с предыдущим Камаром. Вот эта вот ручка тоже не очень удобная, дверная. Можно было, конечно, придумать какое-то другое дизайнерское решение, но в целом автомобиль получился. Так, вот мы вам сейчас демонстрируем. У нас, вы видите, сидит наш сотрудник Ярослав сзади на заднем сиденье, и вот мы вам демонстрируем, насколько он у нас удобно помещается. Сейчас мы возьмем с другого ракурса. А ну-ка, Ярик, откинь это сиденье, покажем. Вот, видите, доступ сюда. Ну, скажем так, взрослого человека сюда тяжело засунуть, девчонок можно. Так, ну и можешь вылазить. Вылазить, видите, тоже достаточно тяжело. Итак, новый Camaro остался вполне узнаваемым со всех сторон. Но в то же время обновление практически всех кузовных элементов и оптики делает этот автомобиль гораздо современнее. Новое купе построено на платформе Альфа и является родственником седана Cadillac CTS. Но специально для Camaro тележку переработали аж на 70%. Новинка на 28% жестче и более чем на 90 кг легче предыдущей модели. Также она немного уменьшилась в размерах. Пару слов о новом двигателе. Итак, 2-литровая турбо-четверка мощностью 275 лошадиных сил. Максимальная скорость 250 км в час. Разгон до сотни 5,5 секунды. Коробка передач в нашем обозреваемом автомобиле — это 8-скоростной автомат стоимостью $1495 США. В стандарте 6-ступенчатая механика. Расход топлива 10,7 литра на 100 километров по городу, 7,5 литра на 100 километров трассы. Эти показатели рекордные в своем классе. Первое, что бросается в глаза и что хочется отметить в салоне нового Chevrolet Camaro, это руль. Вот что действительно удалось им здорово. Маленький, достаточно толстый по толщине, с утолщениями на без 10,2. Вы видите, ну, настоящий спортивный руль. Приятная кожа на ощупь, красивая строчка отделки. То есть сразу приходит на ум сравнение с рулем у нового Мустанга. Мустанг тут проигрывает, конечно, огромное количество баллов, а у нового Camaro руль действительно получился. Camaro у нас представлена к обзору в простой комплектации One LT. И, естественно, ну, смотрите, все равно достаточно много кнопок выведено. Это управление круиз-контролем, это управление маленьким вот этим 3-дюймовым дисплеем на центральной панели бортового компьютера. Это управление голосом, звук и переключение каналов на радио. Сейчас мы вам продемонстрируем различные режимы, что у нас дает возможности бортовой компьютер. Вот вы видите, мы перевели показатели в европейские величины. Сейчас у нас скорость показывается в километрах в час. Кстати, эта стрелка, да, вернемся к целой шкале приборов. Здесь у нас, вы видите, аналоговая шкала, то есть стрелочные приборы. За дополнительную
оплату можно заказать виртуальный кокпит, будет такой же, как у нового Корвета или у Кадиллака Escalade. Мы уже демонстрировали такие машины вам. Вы можете это найти на нашем видео канале. Вот. В данном исполнении у нас здесь аналоговые приборы. При переводе в европейские величины вот эти цифры остаются прежними. У нас многие задают вопросы, как так, скорость всего лишь до 160 км в час. Нет, на самом деле максимальная скорость выше, просто это будет показывать вот этот вот дисплей центральный, а цифры на шкале приборов остались прежние, как и у показателей миль в час, поэтому, но стрелка будет реально вам показывать скорость именно в километрах в час. RPM у нас прежняя, там у нас показатель уровня топлива и температура охлаждающей жидкости. Теперь вот наш центральный дисплей. Здесь у нас, видите, суточные пробеги, экономия топлива, уровень жизни масла, то есть сколько до замены, давление в шинах, это опять же экономия топлива, это наша средняя скорость. Мы потом, когда проедем, эти все показатели поменяются, и мы еще раз посмотрим. Вот вы видите таймер, можно замерить вашу скорость разгона до сотни, до 60, то есть это уже такие спортивные примочки. Вот есть лэп таймер, это прохождение треков. Вот скорость до практически 100 км в час можно замерить. Давайте дальше. Наконец-то наш новый Camaro получил кнопку пуска двигателя. Вот вы видите, вот эта кнопка, она у нас такая же по дизайну, как и у корветов. Хочется отметить, что у корветов эта кнопка уже существует давным-давно. Еще с не последняя, а предыдущая модель. Так, здесь у нас двигатель, новый совершенно двигатель, созданный в противовес новому Mustang EcoBoost. У него, как вы знаете, двигатель 2,3 литра. На новом Camaro двигатель вообще у нас 2-литровый, 4-цилиндровый двигатель турбо с мощностью 275 лошадиных сил. Сейчас мы проверим, насколько он приемистый, этот двигатель, и поделимся нашими впечатлениями от него. Конечно, вы не услышите тут каких-то сочных звучаний, как у 8-цилиндрового или даже 6-цилиндрового двигателя, но сейчас мы вам это все продемонстрируем. Что еще хотелось бы отметить? Вы видите, появилось переключение режимов вождения у нашего нового Camaro. Всего режима вождения 3 у нас. Вот видите, режим плохой погоды, Snow Ice, Touring, это ну как бы стандартный режим, и спорт режим. Вот мы сейчас переключили спорт режим, и я думаю, тут будут более такие максимальные отклики на газ и лучше работать в более спортивном режиме. Коробка. Новый экран, вы видите, тоже интересное решение они сделали. Они его наклонили немножко, как угол у нас получился отрицательный, не вертикально по отношению к земле, а больше наклонено на водителя. Мне кажется, это не очень удобно. Логичнее было бы его наклонить в обратную сторону, но наверное, производители посчитали, что так будет меньше бликов на экране. Также они, вы видите, куда интегрировали, в данном случае у нас это кондиционер. За дополнительную плату в комплектации 2LT уже входит климат-контроль двузонный. Вот вы видите показания температуры. Очень удобно, очень информативно, очень удобно пользоваться. Также очень интересная деталь, это вот вы видите, вот
вот эти вот воздуховоды, они же левый управляет, вы повышаете, понижаете температуру, выбираете, а правый вы выбираете скорость обдува. Таким образом производители ушли от лишних кнопок. Внутреннее зеркало, оно монохромное, самозатемняющееся, и вы видите, сюда выведены кнопки уже On Start. Потолок у нас черная обивка, как положено у спортивного автомобиля. Здесь LED подсветка салона. Подлокотники у нас 2 USB разъема для подключения внешних устройств. Ну вот сейчас вот мы выезжаем на хайвей и можем проверить более-менее скоростные качества нашего нового Camaro. Руль очень удобно, повторяю. Ну вот увидите, при акселерации уже как бы мы слышим звук двигателя. Опять же, это 4. Заявленное производителем 5,5 секунд разгона до 100 километров в час. Мы, конечно, это надо проверить на другой трассе совершенно. И я не думаю, что мы все равно уложимся в эти цифры, но машина достаточно резвая и быстрая. Вот у нас на перекрестке еще один конкурент нашей тройки, это Dodge Challenger. Что скоростью мы и сделаем обзоры про этот автомобиль. Ну и в заключение, ребята, что сказать? На наше мнение, это опять же чисто субъективное мнение, но я думаю, с ним согласятся многие. Машина получилась. Действительно, все те недостатки, которые мы видели в предыдущем Camaro, практически устранены. Конечно, все равно есть какие-то вещи, к чему можно придраться и выделить какие-то минусы, но, ребята, машина $30 000 стоит. И я считаю, за эти деньги вы получаете классный автомобиль. По динамике нового двигателя тоже, я считаю, двигатель удался. Может быть, он немного проигрывает динамике Мустангу. Ну, опять же, он немножко и поменьше объемом. Вот, но в принципе очень соизмеримо. По удобству очень все удобно, очень эргономично, очень хорошая кожа, очень удобный руль. Мы говорили уже там про отделку панели. Опять не будем к этому возвращаться. Машина получилась. И я думаю, что у этой машины будет очень много поклонников и сторонников, и она продолжит триумфальное шествие за своим предыдущим 5-м поколением. Вот, так что, если у вас есть интерес по приобретению такого автомобиля в любой комплектации, в любой конфигурации, пожалуйста, обращайтесь к нам. Все наши контакты вы найдете на сайте, либо заходите на наш YouTube и пишите нам через YouTube канал, хотя это не очень удобно, но мы всегда ответим. Так что спасибо за внимание, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, если вы неравнодушны к автомобилю. Всего доброго и до новых показов.